Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить для вязания вот такой стильный, красивый, я бы сказала даже немного утонченный джемпер, связанный из полушерстяной ниточки средней толщины. Мне он очень понравился, я его выделила из всех остальных джемперов, которые искала специально для видео мастер-класса в интернете. И, в общем-то, он меня очаровал. Я вот решила сделать такой экспресс-мастер-класс. Узор. Мне очень знаком такой узор. Я уже вязала кардиган похожим узором. Посмотрела специально и поняла, что схема немного другая. Ну, в общем-то, как-то немного она похожа. Понравился вам мой кардиганчик розовый. Я его вязала еще год назад. В принципе, просмотров много. Я так понимаю, комментарии там девочки писали. Тоже был экспресс-мастер-класс. Сейчас в этом кардиганчике ходит моя дочь. Вот. Если вам будет интересно, можете посмотреть у меня на канале. Тоже кардиганчик, связанный похожим узорчиком. Очень стильно смотрится, интересно. Из розового пряжа было связано, хлопковый, правда. Так, ну а вот сейчас у нас, значит, на носу зима, и, конечно же, сейчас более актуальна полушерстяная пряжа, которую я вам сейчас, собственно, хочу и показать. Какую я вам предлагаю пряжу. Правда, по тональности немного не подошло. Такой вот интересный цвет, чайный, я бы сказала, роза, да, я не нашла. Он не похож ни на коричневый, ни на розовый, да, что-то такое среднее, поэтому я его назвала утонченный. Утонченный не только за счет красивого ажурного узора, но, собственно, и цвет меня очень привлек. Если вам посчастливится, девочки, найти такой цвет, можете вязать. Очень красивый. Так, давайте теперь про пряжу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания джемпера я подобрала пряжу Alize Superlana. Это полушерстяная пряжа. Superlana Classic, как вы видите, да? У нее состав, значит, 75 акрила, 25 шерсти. И за счет такого состава она абсолютно не колется. Цвет вот я использовала, видите какой. Так, и по метражу 100 грамм у нас 280 метров. Турецкая пряжа. И я из нее вязала уже 2 кардигана. И мне все очень устроило. Тоненькая пряжа. Показываю, смотрите. Пряжа тонкая. Совершенно не пушится. Не колется. Приятная к телу. Хорошей скруточки. Вязать одно удовольствие. Вы это увидите, когда я буду вязать образец. Вот. Цвета тоже довольно-таки большой выбор в этой серии, да. И, в общем-то, девочки, по поводу образца хотела теперь сказать. Смотрите, образец у меня здесь связан 2 раппорта в высоту и, можно так сказать, неполных 2 раппорта в ширину для симметрии. Вы поймете чуть позже про расположение узоров, почему я так сейчас сказала. Почему я не сказала, что здесь 2 раппорта, потому что, видите, коса, которая по центру. Ну, в общем-то, я захотела увидеть красивый симметричный узор, но на самом деле здесь вот эти 2, видите, 2 вот этих элемента, они вот так чередуются. То есть вот здесь мы не видим продолжение косы, да? Поэтому я и говорю, что здесь нет 2 раппортов.
в ширину. А так, собственно, узор вяжется на одном дыхании. Если вы уже имеете навык вязания переплетений вот этих косичек, да, то никакого труда у вас не вызовет этот узор. Вот эти ажурные дорожечки, они очень легко вяжутся. Здесь просто идут две вместе лицевой с наклоном вправо или влево и накид, да. То есть это очень элементарные какие-то элементы, да. Ну и коса, которая по центру. У нас тут переплетаются всего лишь 6 лицевых. То есть по 3 петли перекинуть вправо или влево. В принципе, нет никаких сложностей. Можно даже без дополнительной спицы такие делать процедуры, операции, которые я использую. Часто называют либо пыльная роза, либо такая темная роза, да. То есть он не розовый и не фиолетовый, а что-то среднее между ними, да. Цвет очень приятный, такой приглушенно-розовый, я бы так сказала. Вот у него, значит, на нашей фотографии с джемпером цвет, конечно, ближе к коричневому, но в нем тоже присутствуют какие-то розоватые тона, да. Вот такой цвет большая редкость, очень красивый, конечно. Я, к сожалению, его подобрать не смогла. Вот, и поэтому воспользовалась вот таким более, как бы, ну, близким по цвету, по тону к нашему образцу, на который нужно равняться. В общем-то, возможно, вам удастся найти прям такой цвет один в один, как на образце на девушке. Ну, и вот этот цвет я бы тоже могла порекомендовать. Он тоже, мне кажется, очень приятный и интересный. Так, ну, мои хорошие, в общем-то, про узоры и про пряжу мне сказать больше нечего. Я хочу сейчас вам рассказать про выкройку, описание. Вот. Ну и схему, естественно, мы с вами рассмотрим. Давайте начнем. Теперь давайте по схеме посмотрим. Посмотрите, вот так выглядит схема нашего узора. И здесь розовым цветом выделен раппорт узора. Посмотрите, видите, он немного переходящий на 4 петли, все время смещается влево, да? Но пусть вас не пугает такая постановка вопроса, потому что в процессе вы поймете, вы просто начинаете каждый раз вот отсюда справа вязать, да, и смещаете на 4 петли каждый раз вот этот повтор раппорта в шахматном порядке, да, чтобы у нас все симметрично было. Важное условие, чтобы узор смотрелся эстетично, симметрично, да, необходимо вот эти 14 петель слева каждый раз добавлять. То есть мы, сколько вам нужно в ширину раппортов, вы вяжете, спинка перед, да, на свой размер, и каждый раз добавляете вот этот, скажем так, кусочек раппорта на 17 петлях. Видите? Каждый раз. Чтобы это было красиво, я уже повторила, чтобы симметрично смотрелся узор. Ну, условные обозначения здесь очень простые, девочки. Здесь переплетения у нас, видите, идут на 6 лицевых петельках. Вот такая бабочка у нас будет образовываться. Их не так много, этих переплетений. Ажурная вот эта вот дорожка, она тоже довольно-таки легко вяжется, 2 вместе, вправо-влево и накид, да, нет сложности в этом узоре, поэтому следите просто за рядами, как бы не пропустите важный ряд. Смотрите, здесь у нас все важные элементы вяжутся в лицевых рядах, а изнаночные мы вяжем, как смотрят петли. И как я уже сказала, раппорт узора составляет 22 петли, а по высоту раппорт составляет 24 ряда. И затем он повторяется с первого ряда. Да? Поэтому про узорчик ажурный номер 1, это основной узор, которым мы вяжем спинку и перед, я вам сейчас все рассказала.
акцентирую внимание, что это узор номер 1. Это для спинки и переда. А вот для рукавчиков мы будем использовать с вами узор, который я нарисовала от руки, поскольку его не было. Тоже делайте скрин и того узора, и этого. Смотрите, здесь у нас также 24 ряда в высоту, а в ширину данный узор составляет 7 петель. Вот. Ну и также для симметрии плюс 2 петли, видите, сбоку это изнаночные петельки идут. Так мы заканчиваем наш узорчик в любом случае, да. Так, про этот узор сказать нечего. Это один из составляющих нашего основного ажурного узора, да. Только здесь у нас нет уже кос. Мы вяжем только ажурным узором номер 2. Перед вами схема ажурного узора номер 2. И в описании об этом будет сказано. Ажурный узор номер 1 я пишу в описании, и ажурный узор номер 2 только для рукавчиков. Так. Хорошо. Теперь выкройку я вам показываю сейчас. У нас есть выкройка. Я ее увеличиваю, смотрите, девочки. Вот так выглядит наша выкройка. Наверное, я слишком увеличила. А так вот на мелко. Ну, собственно, все равно. Увеличьте. Сделайте скрин, увеличьте на экране. Так, и вот посмотрите. Выкройка у меня получается на 46-48 размер. Но вы, конечно же, можете связать на любой размер, как вот я вам там в описании буду говорить. Узоры можно расположить и как-то там подогнать под свой размер, если на меньший, например, размер, да. Так что, в принципе, чтобы симметрию соблюсти, надо просто немножко подумать, как бы этот узорчик там расположить, да. Можно с боков добавить лицевую гладь, например, да, или вот эти вот ажурные дорожки скомбинировать, которые я буду использовать при вязании рукава, да. Поэтому здесь много вариантов, нужна фантазия, да, то есть если у вас не умещаются целые раппорты, но сделайте вы, предположим, 4 раппорта по центру и сбоку сделайте какие-нибудь ажурные там элементики, добавьте, да, фантазию включите. Если больше у вас размер, ну, конечно же, было бы для симметрии красиво, вот как я вам рассказываю в описании, да. Но вы сейчас пока не понимаете, о чем я говорю. Когда мы будем с вами вязать узор, вы это, собственно, этим проникнетесь. В конце видео я рассказываю, из чего у меня сложилось такое описание, да, как я распределяла узоры, в общем-то, там будет все наглядно показано. И все-таки я вам рекомендую немножечко пофантазировать здесь с узором. Если вы добавите там лицевую гладь, изнаночную гладь с двух сторон, если не умещаются целые раппорты там, то, в принципе, можно будет вот таким образом выйти из ситуации, из положения с узорами. Так, рукава. И самое главное, я вам показываю описание. Видите, я назвала джемпер утонченный, стильный, с ажурным узорчиком. Здесь вот у меня, значит, рекомендации по пряже идут, как всегда. Размер я вам... Кстати, очень часто в комментариях люди пишут, какой размер, да, сколько требуется пряжи. Девочки, я в каждом видео в своем мастер-классе заостряю на этом внимание. Зачем вы не уважаете меня, задаете мне вот эти вопросы, когда все есть в мастер-классе? Посмотрите внимательно. В общем-то, ну, я тоже считаю, что это элемент неуважения, как бы, не знаю. Так, по плотности мы с вами определяли плотность в конце видео. По аналогии, если у вас будет другая пряжа, вы можете также определить плотность и немножечко сделать перерасчет в описании. Выкройку я вам уже показывала, это вам не интересно. И вот, собственно, само описание идет, которое я размещу в виде текста под видео.
Поэтому не пугайтесь, если вот сейчас вы что-то тут не увидите, не запомните. Все у вас будет под видео в свободном доступе, пожалуйста, все попетельно. Я здесь разбираю, да. Ажурный узор номер 1, как я уже повторялась, это то, что я вам показывала, большая схема. И ажурный узор номер 2 для рукавчика. Вот здесь, видите, вот написано ажурный узор номер 2. Это схема, нарисованная мной от руки. Ее нет нигде. Я ее... Вообще-то, как вы видите, описание я составляла тоже сама. То есть нет описания для... Может быть, у кого-то в загашниках где-то есть описание этой модели. Но у меня была только картинка, которую вы видели в начале видео, и схема. Ажурная вот эта большая. Все, больше ничего. Выкройку, описание. Я все составляла самостоятельно. Для мастер-класса специально готовилась. Так, в общем... По сборочке. Значит, по поводу резиночки, да, до горловины мы обвязываем резиночкой 1 на 1. Как вы видели, на девушке эта резиночка, она у нас, сейчас я вам заострю внимание, посмотрите, вот, видите, она у нас такая двойная, да, видите, двойная резиночка, высоту приблизительно 2, может быть, 2,5-3 сантиметра, да, на любителя сделайте. Она двойная, то есть вы вяжете на высоту больше, то есть там 4-6 сантиметров, да, и просто ее по краю горловиночки делаете таким швом, пришиваете аккуратным. Вот. Резиночка по рукавчику тоже 1 на 1 идет, небольшая она. Ну, я там написала, по-моему, 5 сантиметров в описании, но, по-моему, здесь явно меньше. Но это тоже, опять-таки, девочки, на любителя. Может быть, кто-то любит широкую резиночку, кто-то узкую. Это, в общем-то, все как бы вам, как по вашему желанию, да. Что еще я хотела подчеркнуть в данном джемпере? В общем-то, выкройка, как видите, с рукавчиком у нас есть пройма, да, рукавчика. Такая она своеобразная какая-то, угловатая. Но сейчас так модно стало вязать. Я вижу, на многих моделях так делают такую пройму, поэтому я вам такую выкроечку предложила. Вот, хотите, свяжите со спущенным рукавчиком, в принципе. Будет еще проще, особенно для начинающих. Тоже будет очень хорошо, эффектно смотреться. Такая свободное облегание сделайте себе, такой свободный крой, да. Тоже такой вариант возможен. Здесь очень много вариаций. Я вам предложила только один из вариантов. Вот, собственно, попыталась рисовать с картинки, да, что-то похожее сделать. Так, ну, что еще, мои хорошие? Наверное, больше не будем много говорить и начнем вязать с вами узор. Вы все это сейчас увидите, посмотрите собственными глазами, да. Видите, я вам еще подчеркиваю, на рукавчике у нас узорчик без кос идет, да. Схема номер 2 я вам просто изобразила сама, да. Постаралась сделать похожий, как здесь. Хотите, сделайте на рукавах тоже узор с косами. По центру пустите вот этот вот с косами, да, а с двух сторон сделайте либо изнаночную, либо лицевую гладь. По симметрии сделайте. Так тоже возможно, будет тоже красиво. Давайте вязать, мои хорошие. Начинаем. Вязать мы будем вот по такой схеме. Посмотрите внимательно. Здесь раппорт узора составляет 22 петли. Вот раппорт выделен розовым. И высоту это 24 ряда. Здесь у нас даны в схеме и лицевые, и изнаночные ряды. Вот. Но я хочу вам сказать, что изнаночные ряды мы всегда будем вязать, как смотрят петли. Так. И здесь, смотрите, есть такая особенность. Этот узор, он немного у нас, раппорт смещается. Видите, вот вторая часть раппорта в высоту, да, она немного смещается на 4 петли постоянно. Ну, то есть мы начинать будем все время вот так вот идти у нас, честно. 4 добавляются у нас петли справа.
через каждые 12 рядов. Вот так будет. Ну, для симметрии, видите, здесь сделали тоже так же, чтобы на 4 лицевыми заканчивалось, да, и здесь начиналось вот так. То есть для симметрии нам желательно начинать вот так узор, а заканчивать не полным раппортом 22 петли, а 17 петель. Вот так, чтобы было симметричное расположение узоров. Понятно, да? Я для вязания образца набрала 41 петлю. То есть это раппорт наш и вот эти 17 петель. То есть мы сейчас будем вязать полностью вот такую схему. И я уже один раппорт в высоту связала. Вот, и сейчас я вам буду показывать, как связать второй раппорт данного узора. Вернее, для вас он будет первый. Набирайте, девочки, 41 петлю. Это 39 петель плюс 2 кромочные. И начинаем вязать. Первый ряд. Первый ряд мы вяжем. Начинается с 2 изнаночных. 2 изнаночные. Дальше 6 лицевых. Лицевых. Так, вот так мне, чтобы видно схему. Так, дальше вяжем изнаночная. Опять 6 лицевых. Две изнаночные. 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. В моем случае я меняю петли местами. Накид, изнаночная, накид, 2 вместе, лицевой с наклоном влево. Раппорт закончен, начинается второй раппорт. 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, две изнаночные и кромочная. Как я уже сказала, все четные ряды, которые у нас изнаночными являются, мы будем вязать, как смотрят петли. Третий ряд вяжем. 2 изнаночные. Сейчас мы с вами будем перекрещивать 6 лицевых петель направо. Я 6 петель переснимаю на правую спицу. У меня первые 3 петли за работой, следующие 3 петли перед работой, поменяла я их местами. И вяжем 6 лицевых. Изнаночная. Дальше мы опять вяжем 6 лицевых, перекрещиваем с вами налево. Первые 3 у меня перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли местами. И вяжем 6 лицевых. Две изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Дальше у нас с вами 6 лицевых, перекрещиваем направо. Я буду молча это делать, и я уже показала, как я это делаю. Изнаночная. 6 лицевых перекрещиваем направо. Вру, девочки, налево. Налево. Провязали 6 лицевых. Затем вяжем 2 изнаночные и кромочные. Так. Четвертый ряд мы вяжем, как смотрят петли.
вами 5-й ряд. 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, снова 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и 6 лицевых, изнаночная, снова 6 лицевых, 2 изнаночные. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд. Вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, и дальше идет опять 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночные, кромочные. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд у нас с вами. Вяжем первые 2 изнаночные, 6 лицевых мы с вами перекрещиваем направо. Вяжем как 6 лицевых, изнаночная. Дальше 6 лицевых перекрещиваем налево. Вяжем как 6 лицевых. Две изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Перекрещиваем снова 6 лицевых направо. Изнаночная, снова перекрещиваем 6 лицевых налево. Две изнаночные. Так, смотрите, 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд вяжем с вами первые 2 изнаночные у нас, затем идут 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, затем 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночные, кромочная. 12-й ряд вяжем, как смотрят петли. 13
ряд. Смотрите, у нас раппорт немножко смещается, да? Получается в сторону. Сейчас мы вяжем первые 4 лицевые петли дополнительные, и начинается, собственно, наш раппорт заново. 2, получается, изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и 4 лицевые, кромочная. И я заостряю внимание, на схеме видно очень хорошо, как у наш раппорт переместился немного, да, вы видите. Вот смещение раппорт, вот наш раппорт, и этот узор переместился на 4 петли влево. Вот у нас получилось дополнительные 4 петли. Видите? Сместился. Но от этого он не стал другим. Только в зеркальном отображении. Видите, получилось. Теперь у нас там, где вот эта веточка была ажурная, здесь над ней косы. А там, где была коса, разместилась веточка ажурная. Видите? Ну, пусть вас это не пугает. Вы просто вяжете, продолжаете по схеме. Вот у вас начало идет схемы, да? Просто вы немножко сместили узорчик, и все, дальше продолжаете. Связали этот раппортик, да? Дальше пошел раппортик, смещенный на 4 петли, да? Вот и все. Здесь нет никаких проблем. Просто вяжете по раппорту. Тык-тык. Возвращайтесь каждый раз к началу сюда, к началу сюда, к началу сюда. Все. Просто его повторяете. Так, у нас с вами 14 ряд. Вяжем, как смотрят петли. 15 ряд у нас. Вот у нас дополнительные 4 лицевые. И начинаем раппорт. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Вяжем сейчас с вами, перекрещиваем 6 лицевых направо. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Вяжем как 6 лицевых. Изнаночная. Перекрещиваем 6 лицевых налево. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Перекрестили, провязали как 6 лицевых. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, и далее у нас идут 4 лицевые по схеме. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд. У вас тоже, да? Так, первые 4 лицевые. Дополнительный раппорт пошел. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, снова 6 лицевых,
2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные, 4 лицевые. В 18 ряду вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем дополнительные вот эти 4 лицевые, да, и раппорт. Начинаем раппорт. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 4 лицевые. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. 21 ряд. 21 ряд, и мы вяжем с вами первые 4 лицевые, и раппорт у нас начинается 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Перекрещиваем с вами 6 лицевых направо. Первые у нас за работой 3 петли, следующие 3 перед работой. Вяжем как 3 лицевые. Изнаночная. Далее у нас идут 6 лицевых, перекрещиваем налево. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Вяжем как 6 лицевых. Дальше вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 4 лицевые, кромочная. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд. 4 лицевые, начинаем вязать раппорт, 2 изнаночные, далее у нас идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 6 лицевых, изнаночная, 6 лицевых, две изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 4 лицевые, кромочная. И 24 ряд мы вяжем, как смотрят петли. И после этого, девочки, нам необходимо с вами сделать влажную тепловую обработку нашего образца и измерить плотность вязания. И сейчас мы будем с вами отпаривать вот таким горячим паром наш образец. И смотрите, далее он становится очень мягким, податливым. Мы его растягиваем так, как будто он у нас уже носится, да? То есть мы его приводим в тот вид, который у нас будет при носке принимать. Так,
растянули. Пусть теперь посохнет в таком положении. Наше вязание высохнет и приобретет нужный нам вид. Итак, наш образец с вами высох. Я линеечкой его измеряю. Измеряю я его в широкой части, вот здесь. Не там, где у нас косы, а вот здесь, да. И смотрите, у меня получается 19 сантиметров. 19 сантиметров получается наш образец. И смотрите, что мы делаем дальше. Мы набирали 41 петлю, да? И мы сейчас ее поделим на вот этот вот, на наши сантиметры 19. И мы получим вот такой вот плотность. 2,1. Ну там 2,1. Ну 2, если округлять, конечно. В общем, 2,15, да? И смотрите, я вот здесь записываю, что у нас с вами получилась плотность в 1 сантиметре. У нас с вами 2,15 петель сотых. Да? Вот такая циферка получилась. В 1 сантиметре 2,15 петель. Так, и теперь нам с вами необходимо, согласно нашей выкройке, на 44-46 размер, необходимо нам сделать расчет, расположить верно наши узоры. Как я говорила, узор со смещением, да? И здесь есть своя особенность. Вот желательно, чтобы мы начинали с полного раппорта, да? Вот. И заканчивали мы тоже желательно не полным раппортом, а 17 петлями от раппорта. Тогда будет симметрия узора. Видите? Симметрия. Так, нашего вязаного полотна. И давайте сейчас с вами посчитаем. 51 сантиметр спинки. Там что спинка, что перед, знаете, одинаково обычно. Так, 51 сантиметр мы умножаем на нашу плотность 2,1, да? Получается 107 петель. Нам нужно с вами при ширине спинки 51 сантиметр. Если у нас 51 сантиметр, то нам надо с вами 107 петель. Так у нас получилось по расчету. Так, а теперь нам нужно расположить с вами правильно наши узоры. Мы с вами раппорт, мы знаем 22 петли. И вот эти 107 полученных петель мы поделим на величину раппорта 22. Да? У нас получается целое число 8. То есть целых число раппортов у нас 8. Говорю, целое число раппортов у нас 4, да? То есть 4 раппорта у нас по 22 петли. Сколько это будет петелек? Давайте посчитаем. 22 умножить на 4. У нас на полные раппорты 4, 88 петель. То есть 88 петель, 4 раппорта. И смотрите, 17 петель нам надо с вами, чтобы наш узор гармонично смотрелся, прибавить, да? То есть мы к 88 добавляем вот эти вот для симметрии 17 петель неполного нашего раппорта, да? И получается у нас 105 петель, 105 петель, 105 петель. Вот, чтобы получился у нас с вами симметричный узор. И плюс 2 кромочные, 2 кромочные. Итого, смотрите, мы пришли к вам с вами к цифре 107 петель, да? К той цифре, которую мы с вами рассчитали, исходя из плотности. Надеюсь, мои объяснения были понятны вам, девочки, да? Так, если у вас будет другой какой-то размер, вы тоже логично также рассуждаете. Берете ширину своей спинки, вот, и также делите, в общем, все те же самые действия делите на величину раппорта 22 петли, да, получаете, выделяете целое число, и к этому количеству раппортов, допустим, у вас там 5 получилось, да,
добавляйте еще 17 петель для симметрии, вот этих вот с краешку слева. И вяжете, вяжете. То есть вы вяжете полные раппорты. Начинаете раппорт 1, да, потом раппорт 2, 22 петли, раппорт 3, 4, да, и заканчиваете неполным раппортом номер 5. Это вот я в моем случае 51 сантиметр сейчас рассказываю. Если у вас 5 раппортов получается на больший размер, то же самое вяжете полные 5, значит, полные 5 раппортов, да, и 6-й раппорт, к нему присоединяйте вот эти 17 петель для симметрии. Это понятно, да? Вот. А вторая часть нашего раппорта, высоту, будет вот так всегда выглядеть. Там, где не полные, всегда вот так будет выглядеть. Вот. В общем, здесь нет ничего страшного, девочки. Это очень все логично объясняется, да? Я постараюсь для вас составить описание. Вот на тот размер, вот на этот 46, 44, 46. Вот. И будет это описание размещено под видео. И я вам желаю, девочки, удачи, чтобы у вас все получилось. И чтобы вы очень радовались и с удовольствием носили такой шикарный, красивый, ажурный, связанный таким шикарным ажурным узором джемпер.